Индийский кинематограф всегда был окружен тайнами. Но в последние недели имя Карины Капур вновь появилось не на афишах фильмов, а в тревожных заголовках. Миллионы поклонников по всему миру начали задаваться вопросом, что происходит с женщиной, которая 2 десятилетия остается символом Болливуда, воплощением элегантности, таланта и силы. Чтобы понять эту загадку, нужно вспомнить ее путь, от хрупкой девочки из знаменитой семьи до женщины, чье имя стало легендой. Карина Капур родилась 21 сентября 1980 года в Мумбаи, в сердце индийской киноиндустрии. Ее фамилия звучала громко задолго до ее рождения. Дед, Радж Капур, был одним из величайших режиссеров Индии, а отец, Рандхир Капур, и мать, Бабита, блистали на экранах. Казалось, перед ней открыт легкий путь, но реальность оказалась другой. Фамилия Капур не подарила ей покой, она принесла давление. От нее ожидали невозможного – быть идеальной, талантливой, совершенной. Каждый ее шаг сравнивали с легендами прошлого. И вместо того, чтобы идти по протаренной дороге, Карина выбрала свой путь – трудный, самостоятельный, но настоящий. Она росла уверенной, решительной и смелой. Училась в престижных школах, много читала, но с ранних лет знала – ее место в кино. После школы поступила в колледж, где изучала право, но, просидев за учебниками несколько месяцев, поняла – сердце не обманешь. Она бросила учебу, чтобы следовать за мечтой, несмотря на недовольство родных и критику прессы. В 2000 году Карина дебютировала в фильме «Отвергнутые». Роль принесла ей награду Filmfare за лучший дебют, и мир заговорил о новой звезде. Но уже через год все изменилось. Фильмы, на которые возлагались большие надежды, проваливались. Критики начали шептать, ее время прошло, едва начавшись. Болливуд оказался безжалостным. Но Карина не из тех, кто сдается. Каждый неудачный проект она воспринимала как урок. Она экспериментировала, меняла подход, работала над собой. И спустя несколько лет настал переломный момент. В 2003 году роль в фильме «Ночные откровения» показала новую Карину, зрелую, глубокую, не похожую на никого. Она доказала, что может быть не просто красивым лицом, а сильной драматической актрисой. Мировая слава пришла позже, с картиной «Когда мы встретились». Ее героиня Гит, жизнерадостная, свободная, безбашенная, стала воплощением самой актрисы. Миллионы зрителей по всей Азии влюбились в этот образ. За эту роль Карина получила престижную награду, а главное – любовь публики, которая не угасает до сих пор. С этого момента она стала одной из самых уважаемых актрис Индии. За ней последовали «Омкара», и в печали, и в радости «Три идиота», фильмы, где каждая сцена подтверждала ее талант. Ее начали называть «королевой Болливуда». Она входила в десятку самых влиятельных женщин страны, ее стиль копировали, ее цитаты разбирали на интервью. Но за сиянием экранов стояла женщина, которая переживала сомнения, усталость и страх. Карина не раз признавалась, что успех требует огромной цены, постоянного давления, критики и потери личного пространства. Все усложнилось, когда на первый план вышла ее личная жизнь. Болливуд живет сплетнями, и каждая ее история превращалась в новость. Романы с Хритиком Рошаном и Шахидом Капуром бурно обсуждались, но настоящей любовью стал Саиф Али Хан. Он был старше, уже пережил брак, но именно с ним Карина обрела внутреннее спокойствие. Их отношения вызывали споры и недоумения, не только из-за разницы в возрасте, но и потому, что они решились жить вместе задолго до свадьбы. Для консервативной Индии это было почти вызовом обществу. Но Карина никогда не скрывала своих чувств и поступков. Она просто жила так, как считала правильным. Этот шаг лишь доказал, она не боится идти против правил, если речь идет о настоящей любви. Их отношения не сразу приняли, общество осуждало, таблоиды не умолкали. В 2012 году они поженились,
а спустя несколько лет стали родителями двух сыновей – Таймура и Джеха. Для многих женщин Индии Карина стала примером того, как можно быть успешной, независимой и при этом любящей матерью. Она открыто говорила о материнстве, не стесняла своих эмоций и доказала, что даже после рождения детей можно оставаться на вершине карьеры. Со временем она превратилась в символ современности. Она занялась фитнесом и йогой, продвигала идеи здорового образа жизни, выпустила книгу о питании и балансе между телом и душой, участвовала в благотворительных кампаниях, помогала детям и женщинам, боролась с насилием и неравенством. Но чем ярче загорается свет, тем темнее становятся тени. СМИ следили за каждым шагом, за каждым нарядом, за каждым словом. В какой-то момент внимание к ее жизни стало невыносимым. Особое внимание досталось ее сыну Таймуру, его фото публиковали ежедневно, словно он сам стал знаменитостью. И однажды все зашло слишком далеко. Интернет взорвали новости: Карина Капур умерла. Никто не знал, откуда взялся слух. Одни утверждали, что это фейковый пост, другие, что актриса исчезла из поля зрения. Новость распространилась мгновенно. Соцсети наполнились тревогой, а фанаты искали хоть какие-то доказательства. Через несколько дней тишины Карина, наконец, нарушила молчание. В своем обращении она написала: «Я жива, здорова и благодарю всех, кто переживал. Печально видеть, что ложь распространяется быстрее правды. Но ваша любовь и поддержка – моя настоящая сила». Эти слова прозвучали как напоминание: за громкими слухами всегда стоит реальный человек с чувствами, семьей и сердцем. Она снова показала пример стойкости и достоинства. История Карины Капур – это история женщины, которая прошла через давление, критику, страх и победила. Она доказала, что звезда – это не тот, кто всегда сияет, а тот, кто не гаснет даже в темноте. Карина живет, работает, воспитывает детей и остается вдохновением для миллионов. Ее свет – это напоминание, что за каждой легендой стоит человек, который выбрал не легкий путь, а настоящий. Если вам близки такие истории и вы хотите узнать больше о судьбах и тайнах великих звезд, поддержите канал. Подписка, лайк и комментарии помогут создавать новые сюжеты о тех, кто умеет сиять, даже когда гаснут софиты.